Сейчас, когда весь мир по непонятным причинам закрыт, путешествия по России стали еще более актуальными. Поэтому решили поделиться с вами общим фильмом про наше путешествие по Северному Кавказу на авто. Поездка заняла где-то 2,5 недели, но при желании вполне можно и в 2 уложиться. У нас все-таки были съемки для блога, а это существенно увеличивает временные затраты. Хотя ритм движения у нас был довольно активный. Вообще хочется, чтобы после просмотра нашего видео вам захотелось прыгнуть в авто и умчаться на потрясающе красивый и разнообразный Северный Кавказ. Для начала небольшая вводная. Отправились мы в путешествие на автомобиле Mitsubishi Pajero Sport 2 2010 года выпуска с палаткой на крыше и кухонным блоком в багажнике. Соответственно, питались в основном мы тем, что готовили сами, а ночевали в палатке. Благо на Кавказе с красивыми местами для ночевок проблем нет. Оказалось, что составить маршрут не очень просто. У нас ограниченное время по 2-3 дня на регион, а соответственно и количество достопримечательностей. И как же выбрать 2-3 самых лучших места, когда их там сотня? Ну и какая поездка без красивой истории, ведь это же приключение. И мы себе придумали, что мы хотим проехать от Черного моря и до Каспийского, через весь Северный Кавказ, через все регионы. Вообще, мы неоднократно уже хотели поехать на Северный Кавказ, но нас что-то всегда останавливало. Северокавказские регионы до сих пор у многих вызывают страх. И у нас было какое-то опасение. Но все наши друзья, которые там когда-либо были, говорили о том, что там невероятная природа, потрясающие места и очень гостеприимные люди. Хотя мы планировали путешествовать не только по туристическим местам, поэтому все равно какая-то опаска у нас была. Ну что же, переходим к непосредственному рассказу. В поездку мы отправились из Рязани, а это, если вдруг кто не знает, 180 километров от Москвы, в сентябре. В это время на Кавказе довольно тепло, да и фрукты в самом разгаре. Основная дорога М4 Дон. Отличная трасса. Правда, не хватает вот таких вот мест. Говорят, что скоро она станет полностью платной. Особых пробок мы не застали, да и гаишники тоже вроде не свирепствовали. Хотя многие говорят о том, что ничего не может быть страшнее ростовских ДПСников. За Ростовом-на-Дону свернули в поле и около лесной посадки заночевали. Утром встали пораньше, каким-то образом нам удалось ненамеренно по полям объехать один пункт взимания платы. Маленький бонус для семейного бюджета. Доехали до Черного моря, и отсюда начинается на самом деле наше приключение. Еще раз напомню, мы мчим от Черного моря до Каспийского, через весь Северный Кавказ. Первой нашей точкой становится Черноморское побережье. Бугасская коса – это по сути огромный песчаный пляж длиной около 12 километров и шириной 250-300 метров, протянувшийся между Бугасским лиманом и Черным морем. Мест здесь стать много, можно на море остановиться, но там довольно ветрено, а можно чуть вглубь уехать и найти довольно уединенное место. Днем приезжает довольно много людей, но при этом все довольно аккуратно и чисто. Говорят, что иногда пляж захватывают казаки, ставят шлагбаум и начинают взимать деньги за проезд, но мы ничего подобного не видели. Совершенно случайно узнали о том, что Настя Костянова с супругом Денисом и сыном сейчас в Краснодаре. Решили встретиться, устроили общую ночевку на берегу реки Кубань. Настя ведет отличный блог на Drive 2 и в Инстаграме, поэтому обязательно подписываемся, ссылочка внизу. Мчимся дальше. Изначально думали рвануть на Яворову поляну и сходить в небольшой трекинг на Лаганаке. На поляну ведет живописная дорога вдоль реки Белая, а по пути можно заскочить на Хаджокскую теснину, подняться на гору Монах, посмотреть на Гузырипольский дольмен. Кстати, любимая, а можно чашечку чая? Прекрасный аромат и вкус. Я лично предпочитаю черный классический чай, возможно, Royal Earl Grey с бергамотом. Юля отдает предпочтение зеленому чаю, а вот Платон любит что-то с ягодными или цитрусовыми ароматами. Ну и конечно же, использование чая в пирамидках существенно упрощает быт в путешествии. Не нужен никакой заварочный чайник, лишь набор с любимыми вкусами. И ты можешь наслаждаться любимыми ароматами на фоне восхитительных видов. Но у нас немного поменялись планы, и мы проскочили по старому мосту в станице Даховская, которому около 100 лет, заскочили в гости к еще одному знакомому Дмитрию Сакову. Кстати, Дмитрий путешественник со стажем и сейчас готовит какое-то невероятное, чуть ли не кругосветное путешествие. Поэтому ссылочки тоже внизу, обязательно подписывайтесь.
В общем, не доехав до Яворовой поляны, мы развернулись и помчались в сторону Мизмая и Гуамского ущелья. Но так как легких путей мы не ищем, то решили немного сократить. А в итоге свернули не туда. Время, конечно, мы не выиграли, но зато получили уйму эмоций. Кстати, огромное спасибо местным квадроциклистам, которые нам помогли и при этом категорически отказались от какой-либо, кроме словесной благодарности. А заночевали на берегу реки Курджипс, в хуторе Гуамка. А мы вчера поздно вечером встретились с ребятами, с Денисом и Аленой. У них канал раздует, мы за ним тоже следим. И как-то мы так разболтались, что пошли спать 3:30 утра. Вот. Ребята спят, конечно. А мы с Кириллом в 7 утра проснулись от слов: «Папа, ты принеси мне водичку, мама, ты принеси мне очки». Ну давайте уже вставать, солнышко вышло. Поэтому такое сегодня очень сонное утро. Кофе там, все дела. Ребята снимают офигенные видео, так что обязательно подписывайтесь и на них тоже. В 8 утра 29 июня мы выехали. Впереди у нас много тысяч километров, много суток на воде, по воде, на какой-то остров непонятный в Атлантическом океане. А дома так хорошо. Зачем? С ребятами мы прокатились на туристическом поезде по Гуамскому ущелью. Не сказать, что это что-то невероятное, но вполне заслуживающее внимания времяпрепровождение. Дальше запланировали небольшую прогулку на Орлиную полку, около поселка Мизмай. А так как был вечер, то отложили поход на утро и заночевали в леске около дороги. Идем на Орлиную полку возле поселка Мизмай. Расстояние вроде небольшое, пару километров с чем-то. Подъем тоже что-то в районе 200 метров. В общем, такая небольшая прогулочка у нас. Располагается полка на Гуамском хребте и представляет собой узкий проход полку длиной в несколько десятков метров, а шириной от 1,5 до 3 метров. Рассказывают, что раньше на скальных полках гнездились орлы и другие хищные птицы, но с развитием туризма они выбрали себе более безлюдные и безопасные места обитания, где-то повыше на скалах. Виды, конечно, завораживающие. Дорога, кстати, не очень сложная, и даже Платон, а ему 3,5 года на тот момент было, прошел почти всю дорогу самостоятельно. Внизу в описании оставлю список точек, которые мы посетили с координатами. Вдруг кому-нибудь понравится наше путешествие и кто-нибудь захочет его повторить. А мы покидаем Адыгею и мчим в Карачаево-Черкесию. Вдалеке появляются горы, и мы въезжаем в ущелье. Архыз всем нам знаком по минералке, но это также является небольшим курортом. Есть возможность подняться на канатке, но мы решили это сделать на Домбае. А здесь мы отправляемся на Софийские водопады. Очень красивая дорога, без проблем проходимая для полноприводного авто. И теоретически, если вам не жалко, то можно и на легковушке, но обязательно с высоким клиренсом. И учтите, что уровень горных рек максимально низок утром, а вот вечером, когда ледники на солнышке более активно тают, глубина может существенно увеличиться.
9 мощных потоков воды срываются с вершин Софийского ледника. От ледника в долине чувствуется довольно приличный холод. С выбором мест для стоянки проблем нет, огромная долина с прекрасными видами. Можно организовать трекинг или просто погулять, подняться на седло или дойти до Софийских озер. Перед ледником есть что-то типа туристической базы. На фоне невероятных видов она, конечно, выглядит чужеродной. Переночевав, продолжаем наше путешествие. У нас в машине накрылся инвертор 12220, а только с помощью него мы можем зарядить батарейки дрона. Поэтому в Архызе заскочили в кафешку, заряжаем всякую технику, делаем какие-то дела, заряжаем батарейки для дрона, ну и заодно перекусим вкусными хычинами. Хычины – это круглые лепешки, пироги из пресного теста с разнообразной начинкой. Это одно из самых почетных блюд в списке мучных кушаний карачаево-балкарской кухни. Трапеза без хычина считается бедной, особенно без хычина мясного. Ну вот мы и на Домбай. Поедем сейчас куда-то туда, вот далеко-далеко-далеко. Вокруг подъемника несколько парковок. На мой вопрос, а можно чек? Женщина усмехнулась и сказала: какой чек? Цена 150-200 рублей. И стой хоть весь день. Цена подъема 1150 рублей со взрослого. За Платона деньги не взяли. У нас на подъем и прогулку ушло пару часов, но мы особо нигде не задерживались. Наверху довольно свежо, поэтому рекомендуем взять ветровку. После третьей очереди нам показалось мало, и мы решили еще немного подняться пешком. В горах, конечно, совсем другие масштабы. Вроде недалеко, а идешь и никак не дойдешь. Обалдеть, мы сейчас вон туда поднялись и спустились с Платоном. Именно тут мы, можно сказать, впервые начинаем наслаждаться величием главного Кавказского хребта. Зимой на Домбае можно покататься на горнолыжных трассах, а летом с поляны расходится большое количество экскурсионных маршрутов по территории Кабардинского заповедника, памятником природы, внесенным в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Дальше планировали рвануть на Карачаевские Джилысу, не путать с кабардинскими, проехать через худесские лабиринты и выйти на плато Бермамы. Но погода внесла свои коррективы. На улице дождь, низкая облачность, а это означает грязную дорогу, невозможность насладиться горами и, конечно же, невозможность снять все это. В горах в дождь ловить нечего. Прогноз погоды сообщает о том, что неделю будут дожди. Везде. И только в Дагестане вроде как должно быть солнечно. Смотрим на карту. Нам до Дагестана 700 километров. Не так и далеко. Принимаем решение рвануть туда и поехать в обратном направлении. Вдоль всего горного хребта по степной части проходит автодорога Р-217 Кавказ, который соединяет все северокавказские регионы. От нее уже отходят ответвления, которые сквозь ущелье пробираются в горы. Дорога отличная, но смущают только постоянные проверки на КПП при пересечении границ регионов. Серьезного досмотра нет, но на каждом посту нас останавливали и проверяли паспорта, документы на машину. Как позже нам написали подписчики, что в основном здесь ловят незаконную контрабанду алкоголя. Подъезжая к Ингушетии, я сменил шорты на штаны, а Юля накинула рубашку. В мусульманских регионах есть определенные требования к одежде. И пусть в современном мире это довольно-таки размыто, и, насколько мы понимаем, совсем не обязательно, мы решили все-таки проявить уважение к местным традициям. Поздно вечером добираемся до границы Чечни и Дагестана. Немного устали и решили остановиться в отеле на озере Кизиной-Ам. Иногда его еще называют Андийским морем. Взяли бутылочку вина в ресторане при гостинице, заказали ужин и отметили Юлин день рождения.
Высокогорное озеро Кизиной-Ам самое большое по площади озера Чечни и Большого Кавказа. Располагается на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря. Вообще территория внешне выглядит очень облагороженной, но нам, видимо, не повезло, и в первом номере была сломана душевая кабина, а во втором частично не работал свет, да и вообще состояние номеров оставляло желать лучшего. Из минусов, конечно, еще то, что местные джигиты всю ночь демонстрировали свои музыкальные предпочтения и делали это довольно громко. А уж трогаться на своем автомобиле, какой бы он марки не был и в каком бы он состоянии не был, нужно обязательно громко и с максимальной пробуксовкой. Чеченцы-ингуши оказались самыми обидчивыми в комментариях. Они почему-то пытались нам доказать, что озеро Кизиной-Ам никакого отношения не имеет к Дагестану, и все карты врут. Что в отеле все поломали мы, и что мы обманываем, и никакого алкоголя в том же отеле невозможно купить, потому что чеченцы не пьют и нигде на своей территории алкоголь не продают. А мы хотим оклеветать великий чеченский народ. Ну да ладно, давайте о Дагестане. До этого мы слышали только положительные отзывы о путешествиях по этой республике, о невероятной природе и потрясающих местах. И забегая вперед, скажу, что все действительно так и есть. Подъезжаем к хунзакскому водопаду Табот. Живешь ты себе, а у тебя прямо в селе красивейший водопад. Для некоторых это, наверное, норма, но у нас, жителей Цифова, это, конечно, вызывает полный восторг. Долго не задерживаемся, тем более начинается дождик, и мчимся в Гуниб. Забрались наверх, в природный парк Верхний Гуниб. На улице темно, льет уже как из ведра. Вот он огромный минус автопалатки на крыше по сравнению с автодомом. Из машины вылезать не хочется, ждем, когда дождик кончится. Ночуем прямо на обочине грунтовки. Всю прелесть Гуниба можно оценить только со стороны. Село располагается на довольно крутом склоне. Думаю, что жизнь здесь не столь комфортна, как в наших степных населенных пунктах. Но когда у тебя из окна открываются такие виды, задумаешься. Может быть, оно того и стоит. А вот там вот располагается еще одно интересное поселение, правда уже заброшенное, Гамсуталь. Сейчас местные жители поставили на подъезде шлагбаум для того, чтобы туристы не могли проезжать на своих машинах, а за деньги пользовались услугами их автотранспорта. Но мы решили, что мы отлично прогуляемся пешком. Надо же разбавлять путешествие на кресле автомобиля какой-то активностью. Около 3 километров несложной дороги, но с подъемом на 400 метров. Платон и эту дорогу практически полностью преодолевает сам. Сложно представить, что еще каких-то 5-10 лет назад здесь кто-то жил. В прошлом аул был достаточно населенным и имел весьма развитую инфраструктуру. Еще в прошлом столетии в селе работали магазины, небольшая больница и родильное отделение. Около 4 десятков лет назад жители села Гамсуталь начали постепенно покидать село, отправляясь в более крупные и менее труднодоступные населенные пункты. По данным ученых, примерный возраст села составляет 2000 лет. А на территории села находили артефакты различных эпох и религий, христианские кресты, надгробия с надписями на персидском языке. На фасадах домов можно и сегодня различить арабскую вязь, а дверь одного из них украшает звезда Давида. Если вы досмотрели до этого момента, то, надеюсь, вам нравится наш фильм и наше путешествие, а значит, мы не зря старались. Для YouTube важно, чтобы зрители ставили лайки, писали комментарии и делились видео, и обязательно подписывались. Поэтому я уверен, вы знаете, что нужно сделать. А от нас огромное спасибо.
Ну вот, горный Дагестан растаял. И вокруг сплошная степь и поля. А где-то там уже в считанных километрах Каспийское море. И скоро мы там окажемся. Ага, доехали до моря. Мы на побережье. Как нам сказали, море и пляжи в Дагестане не особо отличаются чистотой. И что единственное более-менее нормальное место – это пляжи в районе озера Папас. Действительно, не сказать, что чисто, но в то же время не думаю, что сильно грязнее, чем где-либо. К сожалению, отношение у нас к природе, да и к окружающему пространству оставляет желать лучшего. Каждый ценит свою квартиру, машину, а вот подъезд, двор, улица, озеро, лес – это что-то чужое. И там можно мусорить сколько угодно. Дагестан славится своими коньяками, но между тем купить алкоголь в республике можно всего лишь в нескольких местах. Мы приехали на Избербашский винно-коньячный завод. Если мы хотим попробовать национальную кухню, то нам рекомендовали кафе «Шалаши» на улице Буйнакского, 20. Большие вкусные порции. Будете рядом, обязательно заезжайте, рекомендуем. А это цены для справки. Дагестанский этап у нас и так получается самым насыщенным, а время бежит неумолимо, поэтому собираемся с силами и едем на последнюю точку в республике – Сулакский каньон. Есть несколько видовых точек, можно подъехать даже на организованную смотровую, а при желании прокатиться на катере. Но мы отправляемся в район села Нижний Коронай. Прекрасное место, чтобы в одиночестве насладиться невероятными масштабами. Здесь, кстати, с нами произошло довольно таинственное событие. Правда, помог его заметить один из наших подписчиков, который в серии про Дагестан спросил: а что это за камень? Делимся с вами. Видите, что-то летит. Правда, по очень замысловатой траектории. А потом довольно четкий звук удара и отскок. Интересно, что бы это могло быть? Ждем ваших вариантов в комментариях. Ладно, теперь про Сулакский каньон. И это глубочайший каньон Европы. Протяженность каньона составляет 53 километра. Глубина достигает 1920 метров. А это на 63 метра глубже Большого каньона в США. Покидая Дагестан, стоит, пожалуй, упомянуть еще одну местную особенность. Можно сказать, достопримечательность. За все несколько дней нам так и не удалось увидеть хоть одну брендовую заправку. Зато здесь можно встретить Красный Газпромнефть, Роснефть, ГАЗ, Вашнефть, ЮКОС, закосы под Лукойл. Как это здесь все происходит, непонятно. Но заправлялись мы один раз и на свой страх и риск. Из-за не очень понятной ситуации с коронавирусом и то открытием Чечни, то закрытием, решили просто проскочить регион. Как-нибудь посетим в другой раз, поэтому едем сразу в Ингушетию. Здесь на въезде нас встречают военные, говорят о каком-то особом режиме. Позже, набирая воду в источнике, спросили у местного, что же режимы, стоит ли быть более бдительными. В ответ он сказал, что не парьтесь, это войны, то вводят, то отменяют. Все, в общем, спокойно и никаких проблем. Вокруг начинают появляться средневековые башни, и мы направляемся к, пожалуй, самым известным, символу Ингушетии, башенному комплексу Вовнушки. Первое достоверное описание Вовнушек относится к началу XVIII века. Башни расположены в непосредственной близости к государственной границе РФ, поэтому поднимать дрон мы не стали. Эх, малыш, а тебе придется сегодня отдохнуть. Знакомый мой запустил и потом несколько часов доказывал, что он не шпион. Поэтому мы решили, пусть полежит в коробочке. Тут же рядышком располагается еще один башенный комплекс – Эгикал. Здесь множество исторических объектов, 5 боевых башен, 6 полубоевых и 50 жилых башен. Мы едем непосредственно вдоль Кавказского хребта. Он становится все выше и выше. Эмоции от вида горных вершин зашкаливают. Это очень круто.
И снова башни. Башенный комплекс Эрзи находится на оконечности горного кряжа в Джейракском ущелье и включает в себя 8 боевых, 2 полубоевые и 47 жилых башен, опоясанных каменными оборонительными стенами. Боевые башни высотой до 30 метров, а в своем основании квадратные. В основном в 5 этажей, одна шестиэтажная, с пирамидальными ступенчатыми крышами. В одной из таких башен в IX веке обнаружена бронзовая фигура орла, изготовленная в конце VIII века нашей эры, известная как орел Сулеймана. А мы тем временем покидаем Ингушетию и горными дорожками перебираемся в республику Северная Осетия-Алания. Свернули с основной дороги и оказались на каком-то стрельбище, но с прекрасным видом на Кармадонское ущелье и даже с туалетом. Решаем заночевать здесь. Кармадонское ущелье большинству жителей нашей страны известно по трагедии, произошедшей 20 сентября 2002 года. В результате схода ледника был полностью уничтожен поселок Верхний Кармадон. Погибло более 100 человек, в том числе и съемочная группа фильма «Связной» во главе с Сергеем Бодровым-младшим. Вот оттуда вот видно снежные вершины. Сошел ледник и прошелся по всему ущелью. Вот там вот видны даже остатки, вот молодые деревья. Это они выросли уже на той вот массе, которая сошла, вот те вот камни. Горными дорожками продвигаемся дальше, вдоль Северокавказского хребта. Следующее место, которое мы хотели посетить, это город мертвых. Даргавский склеповый могильник. Это комплекс наземных и полуподземных склеповых сооружений XIV-XVIII веков. Комплекс состоит из 95 сооружений. Захоронения были открытыми, без гробов. Труп покойного вносили через лаз и оставляли на деревянном настиле, либо поверх ранее оставленных тел. Мужские и женские тела размещались вместе. Такие захоронения преобладают в комплексе. На смену открытым захоронениям пришли захоронения в ладьевидных колодах, распространенные в позднем средневековье также у сванов и ингушей. Нам показалось заглядывать в могильники не совсем этичным, и поэтому мы просто полетали над ним на дроне. Ну да ладно, хватит о грустном, погода прекрасная, едем на Бедограбинские водопады. Конечно, наличие полноприводного автомобиля позволяет немного дальше проехать или выбрать дорогу покороче, но поинтереснее. И, конечно же, мы при возможности стараемся этим пользоваться. Бедограбинские водопады – группа водопадов, расположенных в Северной Осетии в верховьях Гизельдонского ущелья. В Медограбинском ущелье насчитывается более 50 водопадов, среди них мелкие и крупные каскады, сезонные и постоянные. В отдельный класс можно объединить 8 больших водопадов, которые прекращают движение только в период морозов. Самый высокий водопад – Зигелан или Большой Зигеланский. Его высота 648 метров. Небольшая прогулка, и можно оказаться непосредственно под одним из водопадов. Вы спросите, все водопады да горы, а где же известнейшие осетинские пироги? Вот за ними мы сейчас и отправимся. Нам сказали, что если хочешь попробовать самые вкусные осетинские пироги, то нужно ехать в Верхний Феогдон. Туда и направляемся. А почему говорят, что именно в Верхнем Феогдоне самые вкусные осетинские пироги? Вот нам все порекомендовали, сказали, вот хотите вкусных осетинских пирогов, езжайте в Верхний Феогдон. Я не знаю, ко мне тоже приходят и говорят, кто Фатима, я Фатима. Везде мы попробовали, самые вкусные здесь. Все умеют пироги делать, все зависит от сыра. Сейчас порежем. Мы с Платошкой взяли себе с мясом, а Юля заказала фирменный с ботвой. Ну как, Юль? Прощаемся мы с прекрасным регионом Северной Осетии и Алании, а в дорогу нас провожает скульптура Уастарджи.
Памятник был установлен в 1995 году. Уастерджи – важнейший святой покровитель в традиционной религии осетин, один из героев нардского эпоса, является покровителем мужчин, путников и воинов. Имя Уастерджи происходит от святого Георгия. И вот последний северокавказский регион нашего путешествия – Кабардино-Балкария. КБР – самый высокогорный регион Северного Кавказа. И помимо отдельно стоящего Эльбруса, здесь есть так называемая Безингийская стена. 13-километровый горный массив – наиболее высокий участок главного Кавказского хребта. Над ледником Безинги, образуя стену, с запада на восток стоят 5 пятитысячников и 7 четырехтысячников. Решаем прокатиться через непростой перевал Думала и насладиться Безингийской стеной со стороны. Юлька сказала, срочно нужно сделать фотку на фоне пятитысячников. Вон они вот там вот. А то вдруг облаками закроются. Подъем на перевал не доставил никаких сложностей, а вот спуск оказался менее накатанным. Ну, спуск явно менее накатанный. Там наверху стоит какая-то там вышка. Видимо, для ее обслуживания как раз с Безинги едут. Кирилл, что делать? Кстати, здесь с нами произошел второй паранормальный случай. И это мы тоже заметили только на видео. Прислушайтесь. Что делаешь? Что делаешь? Что делаешь? Ведь явно слышен мужской голос со словами «Что делаешь?», а вокруг кроме нас никого нет. Вот такой вот акустический необъяснимый эффект. Ждем ваших предположений, что бы это могло бы быть. Заночевать решили на пародроме Чегем. Здесь довольно обустроенный бесплатный кемпинг, есть туалеты, душ, недорогая кафешка, а желающие или увлекающиеся могут полетать на параплане, осуществить конную или пешую прогулки. Здесь же встретились с Русланом Внедорожным. Он путешественник со стажем и последние несколько лет активно передвигается на своем внедорожнике и проживает в построенном своими руками жилом прицепе вместе со своим четвероногим другом Ричи. Ссылочки на приключения этой парочки тоже обязательно оставим внизу. А наше путешествие продолжается, и мы все ближе и ближе приближаемся к финальной точке нашего приключения, к Эльбрусу. Чегемское ущелье знаменито еще одной визитной карточкой Кабардино-Балкарии – Чегемскими водопадами. Но так как мы совсем рядом, то, конечно, решаем заехать. Если честно, то место не сказать, чтобы впечатлило нас. Какие-то сумбурно построенные ловчонки, да и водопад оказался не столь масштабным. Перебираемся из Чегемского ущелья в Баксанское через перевал Актопраг. Довольно простой, но, кстати, это не делает его менее живописным. Перевал Актопраг. Сейчас проезжаем его. Здесь, кстати, прям куча мест, где можно остановиться, заночевать. Но так как время рано, мы сейчас проезжаем его и мчимся в сторону плато Канжол. Там вот, наверное, мы и заночуем. На плато ведет несколько дорог. Мы выбрали со стороны села Кёнделен. Дорога несложная,
и вполне проходимая для автомобиля с высоким клиренсом. И вот местами начинает показываться заснеженная двуглавая вершина. Эмоции зашкаливают. Короче, это просто что-то нереальное. Мы сюда приехали, и здесь он, Эльбрус, он такой огромный. Глядя на фотографии и видео из чужих отчетов, я представляла себе, что он будет такой маленький. А у нас, кажется, еще и костер будет вечерком. Изначально у нас были планы спуститься с плато, сгонять на Джилысу, на поляну Эммануэля, подняться на подъемниках на Эльбрус, но мы решили, что то место, где мы оказались, и этот невероятный вид будет отличной эмоциональной финальной точкой нашего путешествия через весь Северный Кавказ. Естественно, мы сюда еще вернемся, и очень надеюсь, что не раз, потому что Кавказ прекрасен. Побывав там раз, невозможно в него не влюбиться. Общий пробег составил около 5500 километров, а бюджет в районе 50 тысяч рублей. При этом в гостиницах и отелях мы ночевали всего 2 раза, да и в рестораны заходили столько же, а питались в основном едой, приготовленной на туристической плитке, и жили в палатке на крыше нашего автомобиля. Попробую немного резюмировать. Дороги и на каком авто можно ехать. Трасса Кавказ отличного качества, и от нее в сторону хребта расходятся нормальные асфальтовые дороги. Но если вы захотите двигаться в непосредственной близости от гор и каждый раз не возвращаться на трассу, чтобы заехать в Новоущелье, то вам необходимо будет пользоваться дорогами, проложенными через горные перевалы. Большинство этих дорог – это каменистые грунтовки, но вполне проходимые даже для легковой техники. Но есть, конечно, и исключения. Дороги, на которые не каждый сунется на внедорожнике. Стоит обязательно учитывать, что это горы, и многое здесь зависит от погоды. Проливной дождь может превратить даже неплохую дорогу в непроходимую. В общем, в подобное путешествие вполне можно отправляться и на легковом автомобиле. Ну да, где-то вам придется объехать, где-то не доехать и пройтись чуть больше пешком. Ну или всегда можно воспользоваться услугами местных жителей, которые за небольшую плату вас докинут на своем УАЗике в любую точку. Посты и полиция. На протяжении всей трассы Кавказ располагаются пропускные пункты, на которых проверяют документы, и иногда мельком заглядывают в машины. Но особых проблем это не доставляет. За все время нашего путешествия нам ничего не угрожало, да даже намека на это не было. А местные жители очень гостеприимны и всегда с радостью помогают. В некоторых регионах, таких как Ингушетия, Чечня или Дагестан, могут возникнуть сложности с приобретением алкоголя. Если вдруг вы захотите с любимой посидеть на закате с бокалами красного вкусного вина или после сложного ходового дня выпить бутылочку холодного пива, то стоит об этом позаботиться заранее. Также в этих районах стоит учесть особенности одежды. Мужчинам стоит сменить шорты на штаны, а девушкам избегать открытых, откровенных нарядов. Про заправки и качество топлива. Не скажу, что мы испытывали какие-то сложности с заправками, наверное, кроме как в Дагестане. Да и то, на самом деле, по приезду никаких проблем у нас не возникло. Со связью и интернетом тоже особых проблем не было. Какой-либо из операторов практически везде и всегда ловил. Да, были моменты, когда связь терялась, но как только ты проезжал какой-нибудь перевал или выезжал из-за горы, она снова появлялась. Что ж, надеюсь, вы досмотрели наш фильм до конца. Нас ждут новые путешествия на новом экспедиционном автодоме.
И мы будем с вами делиться новыми сериями и новыми фотографиями на YouTube-канале и в нашем Инстаграме.